День 1679, Алекс на связи. Я использую очень много разных датчиков температуры и влажности, и недавно я решил все-таки приобрести датчик Aqara. Он, в принципе, очень похож на датчик от Xiaomi, но у него, конечно, тоже есть дополнительные функции, как, в принципе, у всех датчиков Aqara, они немножко отличаются там, хоть чем-то. Например, датчик движения там имеет освещенность, встроенный датчик освещенности. Ну и, соответственно, датчик температуры и влажности, он еще умеет измерять давление. Если в доме использовать несколько датчиков Aqara, то, конечно, в разных комнатах давление одинаковое и большого смысла получается уже в измерении давления нет, потому что оно будет везде одинаковое. И особо переплачивать, наверное, большого смысла тоже нет. За датчики Aqara, например, проще тогда приобрести там датчик Xiaomi. Он по размеру и покомпактнее, работает он нисколько не хуже, и от батарейки он продержится, может, даже и больше. Просто это другой тип сенсора используется, в котором по умолчанию есть такая возможность измерять давление. У меня используются еще и самодельные датчики температуры и влажности. Есть такие датчики, в которых тоже и температура и влажность только измеряется, либо датчик, там определенный тип его, где еще и давление тоже измеряется. По цене они отличаются, то есть, условно, датчик температуры влажности от там, 50 рублей до там, 150 может стоить, а датчик, который еще измеряет давление, он подороже, там, в районе 250 рублей. То есть это даже если для каких-то самоделок использовать. Это просто такой тип самого сенсора. В датчиках Tuya там тоже, в принципе, используются такие же сами сенсоры, ну и у них такие же возможности. В основном это, конечно, температура и влажность, потому что на самом деле нет никакого смысла там измерять давление, это просто такой тип сенсора выбран и все. Если хочется действительно такую информацию узнать, то проще подключиться к интернету и скачать эту информацию оттуда, чем измерять ее там, на конкретном датчике внутри квартиры. Сам датчик, он, конечно, довольно компактный, там используется батарейка CR2032, так же, как в датчике Xiaomi, но в датчиках Tuya обычно используется батарейка побольше, либо вообще могут быть это пальчиковые там батарейки, но такие датчики, они, конечно, рассчитаны там на другие условия эксплуатации, и, конечно, они и могут проработать подольше. Но, опять же, они слишком большие, и их размещать так много, например, не очень, может быть, и красиво получится. Но датчики там Xiaomi и Aqara, они компактные, у меня их очень много уже разных штук, и, конечно, они там в каждой комнате у меня размещены. Если делать самодельные датчики, то они в основном тоже могут работать и от батареек. Там использую я просто микроконтроллер очень простой, дешевенький. И у меня даже тоже там от простой батарейки может проработать довольно долго. Например, датчик Xiaomi или Aqara, они могут проработать где-то 1,5 года, потому что они очень много измерений делают, постоянно практически, и очень быстро реагируют на изменения температуры, влажности. Когда я проверял, например, что там может за долю секунды фактически сработать. Но это значит, что он просто постоянно делает измерения, а это, конечно, тратит энергию. Например, в самодельном датчике я делаю это с паузой, либо это раз в 8 секунд опрашиваю, либо вообще в некоторых я сделал так, что раз в минуту, потому что большого смысла вообще опрашивать чаще и нет. То есть для нужд каких-то там управления температурой или управления там вентиляцией по датчику влажности, это, конечно,
такой интервал вполне подходит и нет нужды там делать опрос чаще. Сам датчик, он подключается не только к фирменным шлюзам, а также его можно подключить и к самодельным open source вариантам, то есть это либо используется USB стик Zigbee, например, там от Sonoff или какой-нибудь аналогичный, и уже прямо в системе умного дома, то есть там подключается специальный сервис, например, Zigbee to MQTT или в Home Assistant это тоже можно там использовать, либо также Zigbee to MQTT, либо ZH сервис, там дополнительное расширение. И через него можно эти датчики подключать. И тогда можно будет там с них все значения видеть. Ну, либо сейчас есть еще возможность, Яндекс там, когда выпустил колонку Яндекс-станцию вторую, у нее уже был встроенный тоже шлюз Zigbee, и, соответственно, к ней можно подключать датчики. Как раз датчики Акара, одни из первых, были как раз доступны для подключения к этой станции. Сейчас уже есть возможность там, и вышел Яндекс.Хаб еще, и, конечно, можно, эти датчики даже продаются, собственно, под брендом Яндекса, но фактически это, конечно, датчики от Акара. В Home Assistant эти датчики добавляются хорошо, то есть у них там сразу становится видно информацию там, температуры и влажности, и также еще отправляется и давление, причем можно давление уже в самом Home Assistant настроить в разный формат, то есть показывать, допустим, там в паскалях или миллиметрах ртутного столба, то есть уже можно использовать более удобно. Будет, ну, и там, в сценариях, и это будет, по крайней мере, более привычно. И, конечно, плюсом такого измерения это то, что если, например, брать давление через внешний там интернет-сервис, то он показывает на уровне моря. Для того, чтобы рассчитать на нужный этаж там, или на нужную там, поверхность конкретной точки, то это, конечно, нужно уже там, использовать специальные формулы. Они простые, но фактически, конечно, это нужно будет преобразовывать. Здесь, конечно, сам датчик, он сразу присылает именно в том месте, где находится давление, и это тоже может быть гораздо проще и универсальнее, чем просто там каждый раз с интернета делать там, расчет. Также еще в Home Assistant он передает качество связи, это дополнительный атрибут. И очень важным атрибутом это, конечно, заряд батареи. Причем он передает и в вольтах заряд батареи, и также еще и в процентах. Весь диапазон от максимального заряда батареи до минимального, он там неравномерно разделен на 100, и, например, сам датчик, он там практически все время показывает 100%, и только перед тем, как уже батарейка окончательно сядет, он начинает показывать значение меньше. То есть фактически не очень там, удобно откалибровано, и лучше смотреть именно на напряжение. И можно сделать какой-нибудь информер или дашборд, чтобы там показывать текущие значения этой заряда батарейки. И тогда там, своевременно можно будет заменить, чтобы не оказалось так, что в какой-то момент времени батарейка сядет и датчик перестанет показывать информацию. Ну, в OpenHub, например, такую систему open source умного дома, тоже, поскольку допустим, в 4-й версии там уже добавлена интеграция тоже Zigbee to MQTT, то можно без проблем получить эту информацию. Все те же параметры они будут доступны, и дальше также можно это использовать в разных сценариях. Основные сценарии для автоматизации, связанные с таким датчиком, это, конечно, измерение температуры, что он, в принципе, делает достаточно качественно, но она практически для всех вообще устройств очень точно отображается. Это довольно просто, потому что измерить. И где-то там при изменении порядка полградуса идет сразу срабатывание, ну, либо раз в час отправляется еще информация для того, чтобы система умного дома
и точнее там шлюз там, или стик, который используется для Zigbee, он не терял этот датчик. Но, допустим, такая температура, она может использоваться там, для управления обогревом, если нужно, например, включать обогреватель. Там можно написать простой сценарий, который при определенной там, понижении температуры будет включать этот обогреватель и при изменении будет выключать. Но из-за того, что именно разброс идет в полградуса, это будет как раз тем гистерезисом, который будет обрабатываться. То есть не надо будет писать отдельно, там какие-то настройки делать, чтобы там максимально точно отслеживать изменения температуры. То есть фактически она просто будет сама в полградуса, больше полградуса меньше, ну точнее там на 0,25 градуса обрабатываться. И также, если влажность, то ее можно использовать в сценарии, например, включать вентиляцию или открывать окно, если такая возможность имеется при достижении какой-то определенной влажности. Но такая точность, она не нужна. У меня, допустим, используется для управления влажностью самодельный датчик. Там же стоит и датчик от Xiaomi, но я фактически ориентируюсь на самодельный. И в нем, конечно, там важно, чтобы просто там определить высокую влажность от низкой влажности. То есть каких-то особых там точных данных нет нужды делать, потому что нет договоренности и каких-то рекомендаций, сколько должна быть влажность, например, в ванной комнате для того, чтобы там ничего не портилось. То есть там достаточно, допустим, 50% плюс-минус там сколько-то, и это уже нормальная влажность. Если она выше, например, там выше 70 там, или 80, то фактически в этом случае включать вентиляцию и пытаться понизить эту влажность. То есть понятно, что, конечно, можно там поточнее измерять, но это по большому счету ничего не дает. Единственное, что само срабатывание датчика также происходит при изменении на 5% влажности, ну тоже либо раз в час. Ну и при всех этих срабатываниях также отправляется информация одновременно и о всех других значениях, то есть и о батарейке, и о качестве связи, и, допустим, при изменении влажности, также и о температуре и давлении. Ну, само давление, оно, конечно, там большого смысла не имеет, и там особых сценариев на этот счет сложно будет разработать. Но, как вариант, если, допустим, использовать в каких-то системах вентиляции, просто там установить такой датчик, то можно отслеживать разницу давления, например, в вентиляции. И на основании этого там определять, что фильтр засорился, например, и нужно его поменять. Но это очень прямо такие точные решения. И, конечно, в таких системах вентиляции там обычно предусмотрено уже вся необходимая там, измерения все для того, чтобы работать корректно. Ну, только, конечно, такие системы обычно очень плохо интегрируются с умным домом, и использовать какие-то альтернативные решения, такие, допустим, как это датчик Акара, это очень интересно и дает новые возможности для умного дома.